Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Знаете ли вы, что каждый раз, когда в мире появляется мужчина с лицом слишком близким к совершенству, реакция всегда одна и та же. Невозможно, он точно пластический, просто визуал, без таланта. Но в этот раз мир ошибается, потому что существует неоспоримый факт: даже для пластических хирургов, эстетических врачей и исследователей человеческих лиц. Ким Тэ Хон – это золотой стандарт мужской эстетики современности. Его лицо не просто красивое. Это пересечение науки, искусства и визуальной гармонии, которую невозможно воссоздать. И сегодня мы разберем все причины этого феномена. От того, как соотношение Т стало официальным термином в мире корейской косметической хирургии, до того, как каждый бренд, к которому он прикасается, способен сдвинуть мировую экономику. Держитесь за стулья, потому что сейчас мы погрузимся в мир, где эстетика встречается с биологией, и на вершине этого мира стоит одно имя – Ким Тэ Хон. Но есть одна большая проблема. Наука не может его ненавидеть, а те, кто пытаются его принизить, невольно используют его как эталон идеального лица. Самые самоуверенные люди на планете, пластические хирурги, посвятившие жизнь изучению человеческих черт, не могут отрицать очевидное. Ким Тэ Хон – это золотой стандарт мужской эстетики современности. Лицо, которое заставило науку замолчать. Визуал, который бросает вызов логике. То, что он воплощает, невозможно воспроизвести. Его пропорции признаны в медицинских исследованиях глобальной эстетики как пример того, почему айдолы кей-поп выглядят слишком совершенными. Доктора не могут скрыть восхищение. Лицо Тэ Хона слишком идеальное, чтобы ставить его под сомнение. И на этом все не заканчивается. В ноябре 2025 года Корейский центр пластической хирургии опубликовал результаты исследования. Почти каждый мужчина, приходящий на операцию, говорит одно: «Я хочу черты лица, как у Ви из BTS». Теперь в Сеуле существует официальный термин Т-рацио, Т-рейтио. Ирония в том, что чем больше люди пытаются его скопировать, тем очевидно, что оригинал один. Золотое сечение 1,618, примененное к лицу Тэ Хона, расстояние между глазами, линия от носа до губ, очертания челюсти, дает почти идеальные пропорции, мужественные, но изящные, почти совершенные. Доктор Садо, японский пластический хирург, назвал Тэ Хона учебником мужского лица 21 века. Журнал New Beauty США подытожил: слишком реально, чтобы отрицать. Он не просто красив, он академический эталон. Когда в ноябре 2025 года Голливуд склонил колени, интернет взорвался от слуха: Голливуд хочет Тэ Хона. Мир паниковал. Ведь все, что он делает, даже самое простое, становится мировой новостью. Ни один журнал красоты не смог объяснить это явление. Его простота пощечина миру, жаждущему внимания. Он доказал: аура не создается, элегантность не тренируется, харизма не подделывается. Его красота подчиняет себе психологию. Некоторые говорят: переоценен, просто визуал. Без BTS он никто. Но пусть ответит человеческий мозг. Профессор психологии из университета Джонса установил, что мозг человека реагирует на визуальный образ Тэ Хона на 0,3 секунды быстрее, чем на словесные стимулы. Вот почему люди замирают, увидев его вживую. Поклонники плачут без объяснений причин. Многие падают в обморок на концертах BTS. Это не драма, не преувеличение. Это биология. Человеческое тело распознает чудо раньше, чем разум осознает происходящее. Визуал, который двигает мировую экономику.
Каждый бренд, к которому он прикасается, взрывается успехом. Cartier распродан во всем мире. Tudor – рост акций в Азии на 80% за 24 часа. Celine – рост трафика на 900%. Boon The Shop – рекордные продажи за всю историю. И все это, когда он едва появляется на публике. Визуал – это не просто эстетика, это валюта. И Тэхон – миллиардер эстетики. Без усилий, без лишних слов, без показухи. Его сила пугает соперников. Когда мир становится жадным, он исчезает. Когда его слава достигла небес, что он сделал? Продолжил вокальные тренировки, писал песни, готовил актерские проекты, занимался искусством, помогал людям, без камер. Он ищет качество, а не славу. Чем дальше он от прожекторов, тем больше мир ищет его. Вот она, харизма, которую не купит ни одно агентство. Он не продукт индустрии, он создает стандарты индустрии. Он разрушил главный миф, что красота субъективна. С Тэхоном нет. Он объект научного исследования. Может появиться новые поколения, пытающиеся его повторить, но как заменить саму дефиницию красоты? Если бы Тэхон дебютировал в 2025 году как новичок, он все равно стал бы визуалом номер один. Если бы он родился в будущем, он бы снова определил стандарты, потому что сам стандарт носит его имя – Ким Тэ-хон. Золотое сечение человека. Визуал, который изучает весь мир. Стандарт, которого боятся другие. Он не просто икона Кореи, он формула мировой красоты. Доктора изучают его, актеры уважают, бренды гонятся, мир восхищается. Так позвольте спросить, вы ненавидите его потому, что он слишком красив, или потому что мир наконец нашел идеальное лицо, которое даже наука не может отрицать? Тэхон просто улыбается и продолжает быть лучшим. Пока другие ждут его падения, следующие поколения могут лишь мечтать приблизиться. В конце концов, мир может меняться, тренды исчезать, но одно останется неизменным – имя Ким Тэ-хон. Не просто айдол, не просто визуал, а символ гармонии между искусством, наукой и человеческой душой. Лицо, заставившее замолчать критиков, элегантность, которую невозможно создать, и харизма, неподвластная времени. Можно скопировать его стиль, голос, походку, но ауру никогда, потому что аура рождается только из подлинности. Ким Тэ-хон не продукт индустрии, он сам создает индустрию. И чем больше мир пытается его низвергнуть, тем очевидно становится, он само воплощение красоты. Итак, после всего, что мы узнали сегодня, у меня только один вопрос. Мир боится совершенства или боится истины? Напиши свое мнение в комментариях прямо сейчас. Сегодня мы празднуем феномен, который изменил определение человеческой красоты. До встречи в следующем видео. Оставайтесь на стороне правды. И помните, Ким Тэ-хон – это не просто имя, он живое воплощение золотого сечения.